Друзья, Cloud Design — это практически единственный инструмент на рынке, который реально совмещает мир разработки, приложений и сайтов и их дизайна. И совершенно незаметно Cloud Design выкатывает апдейты, про которые мало кто говорит, а они крутые. Чего стоит только Design Sync, который строит дизайн-систему по вашему готовому приложению. Точечная работа с дизайном, который у вас получается, с его элементами. Контролы, ровно как в Figma, совмещенные с возможностями Cloud дизайна и его IE-агента. И вообще многое-многое другое. Давайте смотреть. С вас лайк. Подписка внизу, оставляем какой-нибудь коммент, чтобы видео видел как можно больше людей. Погнали! Вообще, Cloud Design зарелизили почти 2 месяца назад, и Anthropic заявляет, что сейчас ежемесячная аудитория именно Cloud Design 1 миллион человек. Помните, мы с вами смотрели в момент релиза Cloud Design на его возможности, вот это видео, и тогда мы с вами сразу поняли, что есть большая-большая проблема с Cloud Design. Мы выжигали токены практически моментально, и Anthropic с этим поработал. Если мы зайдем в наш Cloud Design, вы можете сделать это через веб-интерфейс Claude, либо через десктоп-приложение, мы увидим, что дизайн несколько изменился, то есть он стал более пастельный, минималистичный, и здесь даже добавились такие вещи, как работа с анимацией, motion graphic, но мы всегда можем начать нашу работу через загрузку обычного файла, то есть это может быть Figma, это может быть картинка, это может быть, в принципе, любое графическое содержание, которое будет референсом для нашего Cloud дизайна. Ну и, конечно, Cloud Design завоевывает свою популярность благодаря консистентности работы с нашим дизайном, из-за того, что создается один раз дизайн-система, которой он следует, потом очень дотошно, прямо допиксельно, когда мы создаем наши работы. Можно создавать очень сложные дизайн-системы, как видите, вот у меня здесь есть дизайн-система для моего продукта Agent, здесь прямо очень много всего описано, весь стиль, все тени, все цвета, базовые компоненты, то есть очень-очень сложная система, которая действительно функционирует таким образом, что Claude следует ей прямо с высокой точностью, и мы сейчас с вами попробуем сделать новый дашборд на основе этой дизайн-системы. Но теперь добавляется еще одна крутая вещь. При создании дизайн-системы у нас появляется опция создать ее с помощью Claude Code. Это на самом деле прекрасная штука. Если у вас уже есть, допустим, какие-то наработки, или у вас уже есть ваш продукт, вы можете использовать слэш-команду Design Sync для того, чтобы Claude посмотрел на то, как сейчас создан ваш продукт, спроектировал на основе вашего готового продукта свою дизайн-систему и синхронизировал это бы с Cloud дизайном для того, чтобы вы потом могли это переиспользовать в дальнейших работах. Допустим, если у вас есть какое-нибудь приложение, вот у меня есть простейший просто аналог Trello, но самой дизайн-системы у меня еще нету, но я могу ее создать теперь с помощью Cloud дизайна. Для этого мне всего лишь нужно запустить свой Cloud в каталоге, где живет мой проект, и вызвать слэш-команду Design Sync. Соответственно, Claude попробует проанализировать мой проект, проанализировать все компоненты, которые там есть, создать на основе этого дизайн-систему и запушить в мой Claude дизайн. Команда может отрабатывать довольно долго, анализ будет плотным, но как только Claude будет готов, он сначала нам покажет превью наших компонентов, так как у нас продукт простой, он говорит, что вот твоя дизайн-система, я все понял, хочешь ли ты сначала с ней ознакомиться, внести какие-то правки, а после этого запушить в Claude дизайн. Нам остается только в нашем терминале сказать «да, хочу», и после этого дизайн-система оказывается в нашем облаке. Если мы перейдем обратно в Cloud Design, у нас появляется наша дизайн-система Design, Vibe и Need. Если мы ее откроем, то увидим, каким образом здесь прописано все, что у нас сейчас актуально для нашего продукта, минимальные примеры использования, базовые токены дизайн-системы и сами компоненты, которые были извлечены из нашего продукта. Мы можем внести дополнительные правки в дизайн-систему, и после этого все, что нам остается делать, это создавать наши продукты на основе зафиксированной дизайн-системы. Так как у меня есть дизайн-система поинтереснее, я попробую сейчас создать дашборд на основе этой дизайн-системы. Для этого нам нужно вернуться на дашборд Cloud дизайна и выбрать продукт, который мы создаем. Мы с вами сейчас будем создавать прототип, нажимаем опцию прототип, и после этого нам нужно выбрать дизайн-систему, с которой мы будем работать. Это та самая Agent Design система, то есть мы ее выбираем. После этого нам остается описать то, что мы с вами создаем. И даже здесь, если мы не хотим стартовать с обычного промпта, у нас остаются опции добавить сюда наш код локально расположенный, либо код из GitHub, либо загрузить файлы, которые будут служить референсом наравне с нашей дизайн-системой. Я начну с промпта, моя дизайн-система уже есть. Я скажу, давай построим SaaS-дашборд для аналитики по данным компании. Интересуют метрики использования продукта, переключения тем со светлой на темную и обратно. Отсылаем этот запрос нашему Claude, смотрим, что у нас с вами будет получаться. Сейчас наш Claude Design
клиент создает опросник для того, чтобы мы ответили на ключевые вопросы, которые помогут ему создать финальный дизайн, финальный прототип. Что за продукт отслеживает дашборд? B2B SaaS. Какие метрики наиболее важны? Давайте DAO, MAU, WOW. Стиль графиков. Давайте сделаем смешанный. Структура лейаута. Какая больше нравится? Мне больше левая нравится. Фильтрации по времени. Да, последние 7, 30, 90 дней. Нужны ли таблицы? Давайте попробуем с графиками. Сколько вариаций хочешь увидеть? Давайте скажем два варианта. Основной и экспериментальный. Мне остается нажать только кнопку Continue и подождать, пока мой прототип будет готов. Пока мы ждем наш прототип, хочу заметить, что сюда уже из Claude-кода прокинулись скиллы и коннекторы прямо в наш Claude Design. Мы можем добавить сюда коннекторы, которые мы используем прямо в Claude-коде, и они у нас будут использоваться теперь и в Claude Design наравне с Claude-кодом. То есть из базовых коннекторов вы, скорее всего, захотите прокинуть в ваш Claude Design канву и фигму для того, чтобы забирать наработки непосредственно оттуда и возвращать их обратно в эти инструменты. Итак, буквально за несколько минут у нас появляются наши два варианта дашборда. Выглядит все довольно хорошо. Я вижу, насколько здесь классно идет следование нашей дизайн-системы, наш пиксельный стиль, который соответствует именно тому, что мы описывали в наших стилях. И самые большие нововведения Claude дизайна кроются как раз здесь. Во-первых, у нас добавляется опция твиков, то есть некоторых динамических элементов, которые изменяют наш дизайн непосредственно при просмотре. Я попросил себе сделать переключение светлой и темной темы. Соответственно, я могу сразу посмотреть, каким образом будет выглядеть мой дизайн в разных цветовых исполнениях. Видим, что темная тема выглядит получше. Более того, у меня прокинулось изменение метрик. Мы видим, что мы можем изменить себе дефолтный range, то есть период, за который мы смотрим нашу аналитику, и при этом у меня сразу меняются графики в моем дизайне. Более того, теперь нам доступен прекрасный мод редактирования, то есть мы теперь не обязаны просить нейронку изменять что-то в нашем дизайне. Мы можем непосредственно выбрать элемент, который нас интересует, и увидеть, что здесь вся структура создана по аналогии интерфейса Figma, то есть мы можем выбрать элемент, с которым работаем, и подменить его значение, уже не прибегая к помощи нейронки. Допустим, фактоиды, которые здесь присутствуют, я могу простым кликом отцентровать, поставить по центру, вместо того, чтобы просить нейронку это сделать, поработать с размерами, лейаутами, типографикой. То есть, в принципе, опыт, который явно идет в сторону фигмы. Более того, здесь добавляется функция комментирования, с помощью которой можно отсылать комментарии непосредственно коллабораторам, то есть вашим коллегам, которые работают в Claude дизайне, либо отсылать непосредственно в Claude, что будет идентично просьбе поработать с конкретным элементом уже самому Claude код. И еще одно улучшение из этой же категории — возможности работать с маркапом. То есть мы можем выбрать конкретный элемент, с которым мы хотим поработать, отослать какой-нибудь запрос в Claude, и конкретный элемент будет изменен в соответствии с нашим промптом. Либо же мы можем отметить конкретную область, с которой хотим поработать, и оставить комментарий Claude по аналогичному же принципу, и Claude будет работать именно с этой областью. Но самые мощные нововведения кроются в кнопке Share. Соответственно, мы можем добавлять коллабораторов сюда, либо мы можем экспортить наш дизайн, и добавляется очень много опций. Теперь мы можем экспортить в PDF, в презентации PowerPoint, скачать это все как zip-архив, либо скачать в виде обычного HTML. Но из самого интересного теперь нам доступна двухсторонняя интеграция с Claude Code, то есть мы можем выбрать эту опцию, нам Claude Design подготовит специальный промпт, где будет прописан токен нашего дизайна. После этого по этому токену наш Claude Code сможет затянуть весь дизайн, и уже мы можем продолжить работать с нашим проектом непосредственно в Claude Code. Более того, все, что мы будем делать в Claude Code, мы можем просить пушить обратно в Claude Design и таким образом обеспечивать двустороннюю синхронизацию между Claude дизайном и Claude кодом. Давайте попробуем забрать этот промпт и построим реальное приложение в нашем Claude Code. Теперь единственное, что нам останется, запустить нашу сессию Claude в каталоге, в которой мы будем продолжать работать, вставить сюда именно тот самый промпт, который мы забрали из Claude дизайна, и подождать, пока наша дизайн-система перенесется. Claude нам говорит, что нам нужно сделать дизайн-логин для того, чтобы залогиниться в наш Claude дизайн. Авторизовываем нашу сессию Claude. Запускаем промпт еще раз. Кстати, друзья, если вы только развиваетесь в сфере искусственного интеллекта, то залетайте в нашу про-группу. Там у нас есть мастер-классы по Claude Code, по Antigravity, по NVCMN. Огромное количество про-материалов. Там, в принципе, есть все, чтобы сделать нормальный, качественный скачок. Поэтому проверяйте по ссылке в описании нашу про-группу и присоединяйтесь. Туда же мы часто выкладываем все исходники, то есть все ресурсы, которые мы посещаем, всегда мы выкладываем в бесплатную телеграм-группу. А вот, например, все исходные коды, то, что у нас сегодня получится, например, с нашим дашбордом, как всегда, будет лежать как архив в нашей прогруппе, так что там масса еще и вот таких материалов, которые можно забрать
и продолжить работать с ними именно с той точки, на которой мы заканчиваем в наших видео. Так что заскакивайте. Ну что, буквально за несколько минут нам Клод говорит, что подготовил индекс HTML файл, и там уже сразу два варианта, которые он забрал из нашего Клод дизайна. Идемте смотреть. Так, вспоминаем, как у нас выглядел дизайн, и переходим на наш реальный HTML. Так, ну смотрите, вообще все, что мы с вами сделали в дизайне, перенесено прямо как будто бы идентично, даже с этими мелкими косяками здесь по правому краю. Все кнопки соответствуют нашей дизайн-системе. Работает переключение между светлой и темной темами. И более того, здесь подготовлены именно те два варианта, которые у нас есть в нашем Клод-дизайне. А также наши переключения интервалов просмотра аналитики. То есть все, что мы заказывали, все у нас пришло в наш Клод-код, в наш проект. Теперь можем продолжать с этим работать и создавать полноценное приложение на основе этого старта. Друзья, это все, что я хотел рассказать про обновление Клод дизайна. Обязательно пробуйте этот инструмент, делитесь в комментариях, что у вас получается, какими подходами вы пользуетесь. Обязательно подписывайтесь на канал, залетайте в нашу про-группу и до новых встреч.